Всем привет, меня зовут Сергей Элланд, и я занимаюсь Яндекс.Играми уже 15 месяцев. Хочу рассказать о том, какой доход мне принесли мои игры за это время и сколько миллионов мне осталось, чтобы стать олигархом. 15 месяцев — это уже немалый срок, и можно сделать некоторые выводы. Есть ли на Яндекс.Играх какие-то перспективы для тех, кто хотел бы прокормить себя играми, или тут только школьники зарабатывают себе на доширак? Но для начала давайте расскажу про результаты марта. Март этого года оказался для меня самым успешным, и это несмотря на кризис рекламной монетизации на Яндекс.Играх. За месяц накапало аж 18 тысяч. Для меня это, конечно, непривычно жирные цифры относительно дохода с Яндекс.Игр. Рекордный доход получился благодаря тому, что показов рекламы в этом месяце было рекордно много. А за это спасибо последней игре под названием «Цветы, соединяй и продавай букеты». Но, как я и говорил, кризис рекламной монетизации с каждым месяцем ощущается все сильнее. Средняя стоимость 1000 рекламных показов в 20 рублей — это уже грусть, печаль, тоска. Спойлер, в апреле все еще хуже. Сейчас у меня 6 игр на аккаунте, и распределение доходов по играм выглядит вот так. Цветы сейчас делают всю кассу. Моя первая игра «Новый пасьянс» на удивление до сих пор жива, и спустя 16 месяцев еще что-то даже приносит. Советский Новый год неплохо играют, но реклама почему-то там очень дешевая. Выживалка тоже еще более-менее жива и какую-то копеечку в общую кассу добавляет. А вот рождественская соединялка и игра про еду постепенно затухают. Игроков там мало, хоть и играют по 40-50 минут. Кстати, помимо дохода от рекламной сети Яндекса пришла выплата еще и за внешнюю монетизацию в размере 3747 рублей. Так что в сумме доход в марте составил почти 22 тысячи. На такие деньги уже и выживать можно. Главное, чтобы цветы резко не сдулись. Кстати, давайте глянем, что за цветы такие и почему эта игра понравилась людям. Вот она, моя самая успешная на данный момент игра под названием «Цветы, соединяй и продавай букеты». Это уже 4-я моя игра в жанре слияния, но самая эстетичная. Она собирает в день по 500 человек со средним временем игры 50-70 минут. Цветы — это довольно популярная ниша, но там, где популярность, там и большая конкуренция. Моя игра пока конкуренцию выдерживает. Как мне кажется, за счет наличия квестов и большого разнообразия настоящих цветов. Быть конкурентоспособным — это, кстати, большая работа. Игру можно сделать и за неделю, а вот для того, чтобы довести ее до ума и хороших показателей, потребуются месяцы. Ну и наконец-то давайте посмотрим мои результаты за 15 месяцев на Яндекс.Играх. За это время с рекламной сети Яндекса накапало 159 тысяч рублей, а с внешних рекламных сетей еще 13 970, что в сумме примерно 173 тысячи. При этом на закупку рекламы я потратил где-то 1010 за все время. Если просто разделить полученную сумму на количество месяцев, то 11 тысяч в месяц — это, конечно, довольно скромно. Однако, если взглянуть на динамику доходов, то света в конце тоннеля выглядит уже повеселее. Первые 4 месяца — это только одна игра — «Новый пасьянс». Потом с мая до декабря — это «Пасьянс» и «Выживалка». В декабре уже 4 игры, а начиная с января — 6. Если смотреть на график доходов с учетом количества игр, то не совсем понятно, почему 2 игры в какой-то момент приносили столько же, сколько сейчас приносит 6 игр. Дело в том, что доход с игр постепенно падает, но падает еще и стоимость показов рекламы, или в простонародье CPM. Динамика изменения CPM оптимизма не вызывает, особенно если учесть, что эта тенденция сохраняется уже 3 года. К сожалению, на стоимость показов рекламы повлиять мы не сможем, а вот увеличить их количество за счет увеличения количества игр вполне реально. Да и доработка удачных игр может дать какой-то прирост. В моем случае, по сути, одна игра дала двукратный прирост показов, и динамика тут пока радует. В целом складывается ощущение, что даже при неполной занятости какой-то доход с Яндекс.Игр получать можно. Но вот полноценно прокормить себя играми — это уже задача не из легких. Не хотелось бы превращать создание игр в рутинную работу, ведь без творчества я быстро выгорю. Но выживание за счет игр как идея для эксперимента звучит неплохо. Но об этом в следующем видео. До встречи!